Привет, друзья! С вами Наталья, мы на моем канале в YouTube. Сегодня, в этом первом видео, я бы хотела рассказать вам о моем первом приезде в Турцию, а точнее о том, что меня удивило, поразило и даже повергло в шок. Я прилетела в Стамбул в далеком 2004 году. Это был мой первый вылет за границу. Первое, что бросилось мне в глаза, а точнее в уши, был эзан. Эзан – это призыв к молитве всех добропорядочных мусульман. Но это теперь я знаю, что это такое. А в мой первый приезд я, естественно, об этом даже не догадывалась. Нет, конечно, я знала, что есть мусульмане, и они теоретически молятся иногда, но чтобы это было 5 раз в день, и для этого существовал какой-то особый призыв, об этом, конечно же, я не знала. И вдруг, когда со всех сторон послышался призыв к молитве на арабском языке, который я, естественно, не могла отличить от турецкого, я подумала, что что-то горит, или началась война, или эпидемия, или еще что-то в таком духе, и судорожно стала искать пожарную лестницу, какой-нибудь аварийный выход или что-то в таком духе. В этот момент я находилась одна. Со мной рядом не было никого, кто мог бы объяснить, что же на самом деле происходит. И только прислушавшись и поняв, что в принципе никто никуда не бежит, не торопится, не кричит, не паникует, я тоже мало-помалу успокоилась и стала привыкать к жизни в Турции. Но мое спокойствие не продлилось долго. Ведь когда я ехала в Турцию в отпуск, я взяла с собой вещи, которые обычно люди носят в отпуске. Это шортики, это платьица, это легкие прозрачные брючки. Но я не учла одну вещь. Я еду не в Анталию, а в Стамбул. А в Стамбуле, во всяком случае, на тот момент люди в таком не ходили. Об этом я начала догадываться, выйдя на улицу, когда мне вслед стали оборачиваться люди, на меня стали косо смотреть и стали сигналить машины. Машины – это совсем другая история. Когда я уже выучила свой предыдущий урок насчет того, что можно и что нельзя носить в Стамбуле, сигналы машин продолжались. Но я не учла одну вещь, что это были не просто машины, а такси. У нас в постсоветских странах таксисты обычно никогда не сигналят. Но не в Турции. В Турции таксисты, чтобы привлечь внимание, притормаживают слегка возле прохожих, которые, по их мнению, могли бы быть их потенциальными клиентами, и начинают сигналить. Но я-то об этом не знала. Оценив свой внешний вид, я уже не могла к чему-то придраться, мне оставалось только паранджу на голову надеть. В конце концов, мне объяснили, что все в порядке, таксисты так зарабатывают деньги. Следующее, что меня удивило в Турции, это цены. Когда я пошла в магазин купить шоколадочку, я обнаружила, что в Турции живут миллионеры, потому что шоколадочка стоила ровно 3 миллиона лир. Я не шучу. На тот момент, а это был, напомню, 2004 год, цены были именно в миллионах. То есть это было огромное количество нулей, которые не всегда так сразу и сосчитаешь. И первое время я просто была в ужасе, не могла понять, сколько что стоит, и подозревала, что в Турции живут только лишь миллионеры. Но, к счастью, турецкое правительство жалилось над бедной девушкой, и через пару месяцев, уже в 2005 году, произошла реформа финансовая, и все нули, к счастью, стерлись. Турки – курящая нация, и для меня, не курящего человека, это тоже был шок. Курить разрешалось в кафе, в ресторанах, в барах, в офисах, в такси. И до 1998 года, как мне потом об этом сказали, курить разрешалось даже в общественном транспорте и, внимание, в самолетах. Но в туалетах, естественно. Но здесь мне опять повезло, недолго я мучилась, и в 2008 году турецкое правительство принимает закон, наконец-то, о запрете курения в закрытых помещениях. Турки обожают детей. Чужих детей разрешается тискать, целовать, обнимать, угощать. В общем, оказывать всевозможные знаки внимания. Когда у меня родился сын, а он родился немного похожим на меня, блондином с голубыми глазами, для турков это было просто
что-то необыкновенное. Это было просто звезда сериалов, которая сошла на улице Стамбула, прямо в объятия обычных прохожих. Мы просто не могли пройти спокойно. Все норовили обнять, поцеловать, ущипнуть, поддержать за ручку, потрогать за ножку, чем-то угостить ребенка. И он до такой степени привык к вниманию, что когда мы приезжали на родину проведать моих родственников, мы выезжали на улицу, наш господин сидел в коляске, как на сцене, он ждал внимания, он смотрел по сторонам, и, о боже, какое разочарование, никто даже не смотрел в его сторону. Первые пару дней это была трагедия. Ну и напоследок я хочу рассказать о своем трагикомичном опыте с продавцом мороженого «Мараш». «Мараш» — это такое мороженое, которое готовится с добавлением козьего молока для того, чтобы усилить его тягучесть, вязкость, пластичность. Это мороженое не так просто сразу отрезать, поэтому с ним возможно производить всякие интересные представления. Чем и занимаются продавцы. По традиции, лавка продавца мороженого «Мараш», иногда это просто двухколесная перевозная тележка, оформлена в османском стиле. На продавце обычно надета традиционная турецкая шляпа, красная с кисточкой, которая называется фес, и красная жилетка. Прежде чем отдать мороженое несчастному покупателю, продавец всячески старается у него это мороженое забрать. Поскольку местные жители уже давно привыкли к таким штучкам и даже могут посоревноваться в ловкости с продавцами мороженого, продавцы мороженого отыгрываются на иностранцах. И я была идеальной жертвой. Мои друзья за моей спиной тихо хихикали, пока я боролась за стаканчик с мороженым. Я уверена, друзья, среди вас тоже есть те, кто уже успел побывать в Турции и заметить кое-какие странности. Пожалуйста, пишите в комментариях о всех забавных случаях, которые произошли с вами в Турции. Посмеемся вместе. До встречи в следующих видео, в которых будет много интересной и полезной информации о Турции и ее жителях. Чтобы не пропустить новые выпуски, не забудьте подписаться. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк, мне будет приятно. Пока-пока!